Приветствую, друзья, с вами канал Молочети. В этом видео будем проверять клапан вентиляции картера, а также расскажу, как он должен работать. На самом деле я уже столько снял видео про этот клапан, я показывал даже, как устроен клапан внутри, как он работает, как он должен работать. Бегло в нескольких видео показывал, как его проверять, но все равно остаются вопросы, причем люди уверены, я не знаю, откуда они берут эту информацию, весь интернет забит мануалами по этому клапану. Люди абсолютно не понимают, как он работает, постоянно со мной спорят в комментариях, я уже, честно сказать, устал объяснять людям, поэтому решил вот снять, уже наглядно показать. Если после этого видео останутся еще вопросы, то я уже не знаю, что делать, как еще объяснять. Постоянно в комментариях пишут, что этот клапан на холостом ходу полностью открыт. Кто пишет потом, что этот клапан на холостом ходу полностью закрыт. Когда им объясняешь, как он должен работать, никто не хочет даже слышать этого. В общем, я решил наглядно теперь показать, как его проверить, как он работает. Мы возьмем другие клапаны и проверим работоспособность, чтобы я вам наглядно смог показать, как ведет себя рабочий клапан и неисправный клапан. Проверить это можно при помощи хорошо нам известного ККЛ адаптера, можно даже при помощи ELM адаптера, или даже если у вас этого нет, можно даже определить работоспособность на слух. Это я вам сегодня в этом видео покажу. Для начала расскажу о правильной работе клапана вентиляции картера, а потом мы будем это проверять. В общем, во-первых, это не обратный клапан, как многие тоже думают и пишут, это не обратный клапан. Также он на холостом ходу полностью не открыт и на холостом ходу полностью не закрыт. В общем, эти все крайности неверны. Этот клапан работает немножко сложнее, чем просто какой-то обратный клапан. В общем, суть работы клапана такова. На остановленном двигателе он полностью закрыт. На холостом ходу он пропускает газы частично. На средних нагрузках он открывается больше. А на полной нагрузке, когда у нас полностью открыта дроссельная заслонка, и когда у нас нагрузка на двигатель, не просто открыта дроссельная заслонка, а нагрузка на двигатель, тогда у нас он открывается полностью. Вот это правильная работа этого клапана. Теперь о сути проверки. Подписчики, которые давно уже на канале, они, скорее всего, уже знают. Я во всех видео уже неоднократно говорил про подсосы воздуха, про то, как на это реагирует регулятор холостого хода. Причем независимо от того, будь то регулятор холостого хода, который работает как Лачетти 1.6 при помощи дроссельной заслонки, регулирует холостой ход, либо как другие автомобили, у которых регулятор холостого хода стоит в отдельном байпасном канале, то бишь как на Лачетти 1.8. В общем, суть такова. Когда у нас нет подсоса воздуха, то регулятор холостого хода открыт на оптимальные параметры, которые для него считаются нормальными. То бишь это примерно 25, 35, 40 шагов. Когда у нас начинается подсос воздуха в опускной коллектор, к примеру, мы вот здесь возьмем, просверлим отверстие, у нас здесь будет подсос воздуха, то обороты двигателя неизбежно поднимутся. И блок управления двигателем примет решение снизить обороты для заданных. Делать он это будет при помощи регулятора холостого хода. Он его будет прикрывать, будь то заслонкой, будь то задвигать так называемую иглу в регуляторе холостого хода. Собственно говоря, тогда у нас шаги РХК снизятся. Это означает, что это подсос воздуха. Собственно, так мы будем и проверять. Мы его выкрутим. Перекроем его заднее отверстие, чтобы преградить доступ воздуха через него. И посмотрим, как ведут себя шаги регулятора холостого хода. Затем мы просто клапан извлечем, то бишь снимем вот эту вот трубку с клапана, то бишь сделаем подсос воздуха. Типа как этот клапан полностью открыт. И посмотрим также за шагами регулятора холостого хода. Итак, для проверки нам понадобится ключ на 24, также диагностический адаптер. Если у вас есть опыт, то можно обойтись и без него, а по звуку работы двигателя даже можно определить. Но дальше мы это посмотрим, но при помощи адаптера я вам более наглядно покажу. Также у нас будет для эксперимента бэушный клапан вентиляции картера. И абсолютно новый клапан вентиляции картера. Мы будем проверять наряду с тем, который установлен на автомобиле.
Все, теперь в таком положении запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Очень важно, прогреваем до рабочей температуры. Далее можно проверить клапан физически, то бишь необходимо закрывать вот это вот отверстие, и должен раздаваться щелчок. Если щелчка нет, то клапан точно неисправен, он там закис, залип. Если щелчок раздается, то значит этот этап проверки пройден. Но это не говорит о том, что клапан 100% рабочий, потому что все вот эти вот клапана, они тоже щелкают, но это не говорит о том, что они работают должным образом. Ну, сейчас мы это, собственно говоря, посмотрим. Запускаем программу Chevrolet Explorer. Где скачать программу, как настроить ее, где взять адаптер, все эти видео уже есть на канале. Я приложу ссылки, переходим и смотрим. Так, включаем зажигание. Устанавливаем связь. Переходим в параметры. Для наглядности можно выбрать все, но я вам покажу то, что именно необходимо. Нам необходимо положение ДЗ и регулятор холостого хода. Выбираем реальное положение ДЗ, ну и желаемое поставим. Так, также еще поставим температуру, чтобы вы видели наглядно. Температуру уже, чтобы видеть, что двигатель прогрет. Вот наши графики. Запускаем двигатель. Сейчас двигатель прогреется до рабочей температуры, наши значения придут в норму. Положение дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Вот это вот регулятор холостого хода, вот эти два параметра, и положение ДЗ, положение дроссельной заслонки. Сейчас пока пойдем, пока двигатель прогревается, я вам покажу, как должен издавать щелчки клапан. Вот наш клапан. В общем, думаю, было слышно. Значит, клапан у нас не залип. Это 100%. Но работает он корректно или нет, дальше мы посмотрим. Вот мы видим, двигатель прогрелся. 83 градуса. Положение ДЗ у нас 3,5, шаги 35-36. То бишь, для нормальной работы мотора показания должны быть положение ДЗ 2,5-3,5. А реальное положение ДЗ, то бишь регулятор холостого хода, шаги должны быть 25-35-40. В общем, в этих пределах. То бишь, сейчас у нас все нормально. Сейчас найду помощника, который будет закрывать клапан пальцем, как мы это делали для проверки. Закрывай, дочь. Вот, как мы видим, шаги РХХ и положение ДЗ увеличились. Значит, через клапан проходил воздух. А ну, дочь, отпускай. Отпускать? Да, отпускай. Вот мы видим, сразу положение ДЗ стало опускаться, шаги РХХ также немного опустились. Это свидетельствует о том, что на холостом ходу через клапан
воздух проходит в небольшом количестве. Теперь пойдем дальше. Теперь вынимаем клапан из шланга и посмотрим, что произойдет. Как мы слышим, пошло шипение, это засасывается воздух в опускной коллектор. Смотрим, что у нас с положением ДЗ и шагами регулятора холостого хода. Вот мы видим, положение ДЗ у нас практически нулевое, то бишь 0,8. И шаги регулятора холостого опустились до 4-5. Следовательно, сейчас у нас пошел воздух в опускной коллектор. Это означает, что клапан на холостом ходу воздух не пропускает, то бишь он не открыт полностью. А когда мы его извлекли, то воздух пошел в опускной коллектор. Одеваем клапан обратно. Вот уже положение ДЗ 3,5. Когда мы одевали клапан, то двигатель практически чуть не остановился, потому что ему не хватало воздуха, пока не отработал регулятор холостого хода и не поднял шаги. Пойдем проверим другие клапаны. Берем бэушный клапан. Вот слышно, как через него сосет воздух. Значит, уже по звуку даже можно определить, что клапан не рабочий. Пойдем посмотрим на шаги регулятора холостого хода. Вот наше положение ДЗ и шаги регулятора холостого хода. Как видим, клапан перепускает через себя больше положенного. Газов больше положенного. То бишь этот клапан работает некорректно. Пойдем попробуем новый клапан. Берем новый клапан. Смотрим, ситуация аналогичная. Также сосет воздух, засасывает в опускной коллектор. Следовательно, даже по звуку можно определить, что клапан тоже не рабочий. Посмотрим на шаги регулятора холостого хода. Ситуация аналогичная. Подсос воздуха в опускной коллектор, так как положение ДЗ у нас снизилось, и положение регулятора холостого хода также снизилось. То бишь этот новый клапан также работает некорректно. Пойдем установим родной рабочий клапан. Вот слышно, что шипения нет, следовательно, клапан должен быть рабочим. Пойдем посмотрим на регулятор холостого хода. Вот, как мы видим, ситуация пришла в норму, положение ДЗ в норме, и шаги регулятора холостого хода тоже в норме. В общем, друзья, я надеюсь, что после этого видео вопросов не останется по поводу работы и проверки клапана вентиляции картера. Но если все-таки вопросы остались, и кто-то будет еще утверждать, что клапан на холостом ходу полностью открыт, либо полностью закрыт, либо это обычный обратный клапан, то я не знаю, что дальше делать, как еще более доступно это объяснить и показать, и предоставить какие-то факты. На этом все. Я надеюсь, видео было вам полезно. Всем мира, ровных дорог и до следующих видео.